Всем привет, друзья! С вами Влад Тор. Сегодня я бы хотел поговорить о не совсем приятной ситуации, которая произошла со мной чуть больше года назад. 23 февраля 2019 года я порвал левую большую грудную мышцу. Во время жима штанги лежа жал я 140 кг. В этом видео я расскажу вам о том, как происходило мое восстановление после операции и поделюсь мыслями, как предостеречь себя от подобных травм. На самом деле травма довольно-таки распространенная, многие ребята с ней сталкиваются. И прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайк этому видео. Вы мне очень поможете. Начать хочу с того, что я тренируюсь уже больше 10 лет, и за весь этот период со мной не происходило ни одной серьезной травмы, помимо вот этого отрыва. Я занимался бодибилдингом довольно-таки серьезно, и в бодибилдинге нет такой цели поднимать максимальное отягощение на один раз, в отличие от пауэрлифтинга. Конечно, если вы занимаетесь пауэрлифтингом, предостеречь себя от подобных травм будет довольно-таки тяжело. Очень большие веса, нагрузка на мышцы, связки, суставы. Я не берусь рекомендовать, что именно можно сделать, чтобы не получить травму в нем. Но в бодибилдинге, и это именно тот вид спорта, в котором я хорошо разбираюсь, и довольно-таки долго я изучал всю информацию, которая есть в интернете, общался с другими тренерами и выступающими спортсменами. Абсолютно точно, если вы не будете снижаться ниже 8 повторений в упражнениях, вы не травмируетесь. Если вы будете делать все с правильной техникой, медленно и подконтрольно, разовые повторы, максимальный вес просто ни к чему. От этого не растут мышцы. Но в тот день у нас были соревнования, нужно было пожать максимальный вес, и я, как дурак, да, я признаю это, лично моя ошибка и вина в том, что произошло, после 130 решил пожать 140, хотя должен был остановиться. Я опустил штангу, начал выжимать вверх, произошел щелчок, я почувствовал какой-то дискомфорт. А так как ситуация была довольно-таки шоковая, я думаю, из-за того, что много адреналина выплеснулось, я не почувствовал резкой боли. Но понял, что что-то не так, сразу приложили лед и поехали в больницу. 23 февраля, больницы толком никого там нету, врачей нет. В общем, не буду вдаваться в подробности. Я сделал МРТ через несколько дней, и МРТ показало частичный надрыв. Но когда опухоль спала, стало ясно, что это никакой не частичный надрыв, а произошел довольно-таки серьезный отрыв грудной. Я пообщался с хирургом, слава богу, мне попался адекватный врач, который имеет прямое отношение к спорту. И мы решили, что нужно все-таки оперироваться. Сразу хочу сказать, что самое важное в этом всем прооперироваться в первые 3 недели после отрыва, пока грудная не начала срастаться на том месте, куда она ушла. То есть она оторвалась от крепления и сместилась. Если оставить все как есть и не пришивать ее обратно, она срастется. Да, какое-то функционирование будет, в принципе, и для обычной жизни, не спортивной, вы сможете делать, я думаю, все движения, никакого дискомфорта не станет. Но если вы хотите продолжать заниматься спортом, обязательно нужно пришивать. И если вы упустите этот период 3-недельный, вам придется брать сухожилие с бедра для того, чтобы вытянуть ее, удлинить, скажем так. Потому что она срастется и довольно-таки тяжело будет вернуть ее на место. Операции выполняются разными путями. Вам лучше всего об этом поговорить с хирургом. Мне довольно-таки повезло, потому что могло порваться сухожилие, могла мышца, а могло и то, и другое. У меня произошел именно отрыв мышцы. Причем не в месте крепления, а немножко дальше. И эти травмы довольно-таки легко оперируются, и впоследствии восстановление тоже не занимает так много времени. В общем, мне пришили обратно мышцу. После операции, конечно, первые 7 дней боль была очень серьезная. Обязательно нужно пить обезболивающие или колоть противовоспалительные препараты. В этот же период вам назначат антибиотики, нужно будет взять что-то для желудка. Я рекомендую, если вы оперируетесь в обычной больнице, как это делал я, взять все это с собой на всякий случай, потому что бывает такое, что в наших больницах и обезболивающего может не быть. Через 7 дней боли прекратились, как по волшебству. Я в интернете, помню, прочитал, что многие ребята писали именно через 7 дней. Я думал, блин, хорошо бы мне тоже. И прям какой-то щелчок произошел, и перестало болеть. Болела причем не именно грудная, а больше плечо, то место, где ее пришили.
Впоследствии я выписался с больницы, начал вести обычную жизнь. Как и раньше, ездил на машине, работал. В принципе, можно делать практически все. Я правша, травмирована была левая грудная, и в зафиксированном положении рука находилась именно левая. Вообще рекомендуют ходить с бандажом, который крепит руку, около 6 недель. Ну, я вам не скажу, как правильнее поступить в вашей ситуации, если с вами это произошло. И не берусь рекомендовать кому-то, что делать. Могу рассказать лишь о своей ситуации. Я ходил с этим бандажом где-то дней 10. После чего начал его снимать, одевал только на ночь первые пару дней. Потом перестал носить вообще. И где-то через 2 недели после операции я уже начал потихоньку разрабатывать руку. Сначала я делал сгибание, разгибание в частичной амплитуде, старался не поднимать ее вперед и в сторону. В принципе, никакого дискомфорта не было, но я брал очень маленькие веса, буквально по 2 килограмма гантельки, и вешал правой рукой канат на кроссовер, делал разгибание в нижней точке амплитуды. В общем, через где-то 2 недели потихоньку начал разрабатывать. Еще где-то через несколько дней я начал делать потихонечку маленькие подъемы вперед и в сторону. Скажу вам так, всего где-то неделю, 10 дней я ходил с зафиксированной рукой, и она уже за этот период немного уменьшилась. Атрофия происходит очень быстро. Если вы не пользуетесь какими-то мышцами, они уходят прямо на глазах. И я не хотел потом впоследствии начинать разрабатывать ее с нуля. Нужно так делать, правильно ли это, я не берусь говорить, делюсь лишь своим опытом. Вообще, конечно, врачи не рекомендуют так поступать. В общем, где-то через 2,5 недели я уже начал поднимать руки до уровня параллели. И впоследствии решил попробовать поделать жим маленькими гантельками. Начинал с килограмма или с 2. Лег на лавку и начал делать вот такие жимы, совсем коротенькие. Через несколько дней я повысил вес, взял 2 килограмма, 3 килограмма. И так в течение месяца, я отчетливо помню, что через месяц уже жал гантели по 6 килограмм. Опускал их, конечно, не прямо до конца, но где-то половина амплитуды была. И грудь потихоньку начинала заполняться кровью. Я делал все без какого-либо дискомфорта, без боли, вам не должно быть тяжело. Именно во время восстановления нужно делать очень легкие упражнения, движения. Я их делал даже больше, наверное, потому что хотел предотвратить атрофию и какое-то кровонаполнение, чтобы получить. Можно попробовать просто встать к стенке и поделать вот такие коротенькие отжимания. Любая нагрузка будет полезна. Можно тренировать ноги, делать кардио, стараться сильно, главное, не шевелить рукой и плечом. Сколько ходить в бандаже фиксирующем, конечно, вопрос спорный. Ну, я думаю, что неделю-две желательно, конечно, в нем отходить. После чего можно постепенно начать разрабатывать руку, но без каких-то больших весов и усилий. Все делаем медленно, постепенно. Что может помочь восстановлению? Сразу хочу сказать, что эти препараты, если вы раньше никогда не принимали, не нужно их трогать. Но если вы занимаетесь спортом, возможно, соревновательным, вы, скорее всего, сталкивались с подобными веществами. Самое первое – это гормон роста. Конечно, самотропин ускорит восстановление. Я думаю, что дозировки нужны совсем небольшие, 2-4 единицы в день будет достаточно. Второе – это препараты тестостерона, особенно длинные эфиры. Я никого не призываю, не рекомендую их приобретать, так как они запрещены законодательством. Но если вы в теме, вы понимаете, о чем я говорю, восстановление, конечно, ускоряется. Третье – это препараты, содержащие коллаген, глюкозамин с хондроитином. Я лично использовал бы все, скажем так, если бы у меня была цель максимально быстро восстановиться. И старался бы делать все возможное для этого. Ел бы желе, холодец, пил бы все эти препараты, давал бы достаточный отдых и постепенно по чуть-чуть начал разрабатывать. Травма довольно-таки распространенная. Очень много людей с ней сталкивались, информации очень много, ничего такого страшного, катастрофичного в ней нет. Это не конец света, это просто небольшой период, который вам придется пройти, если с вами, конечно, такое произошло. Хочу сказать, что на данный момент разница между грудными совсем небольшая. Я видел ребят, которым делали операцию, и разницы не было видно совсем. Но такое бывает редко. Зачастую небольшая разница остается, но обычный человек, который не знает об этом
И если не обращать внимания на шрам от разреза, он может просто не понять даже, что вы когда-то ее отрывали, травмировали, что-то подобное произошло. Поэтому не бойтесь, обязательно нужно прооперироваться. Первые 3 недели. Вполне возможно, что вы придете к врачу, скажете, что с вами произошло, и вам скажут, что нет, у вас все нормально, вы можете поднять руки, вы можете... Даже такой тест есть, когда врач попробует удерживать руки, и вам нужно сдавить их вовнутрь. То есть при небольшой силе вы сможете их сдавить, он скажет, что она работает, все у вас нормально. Но происходит травма именно большой грудной, малая продолжает функционировать. Вполне возможно, что именно она будет выполнять подобные функции. Я помню, что мог даже напрячь грудную, но у меня под кожей просто было пустое пространство. За счет малой она сокращалась. При этом было отчетливо видно, как она не оставалась в том положении, в котором обычно бывает, когда вот вы напрягаете грудь, например, она сократилась и остается в положении. Она у меня сдвигалась значительно дальше, к центру. То есть она не была закреплена. Это будет видно и понятно. В принципе, когда спадет отек, вы сами сможете понять, что что-то здесь не так. Если же у вас действительно небольшой надрыв, как вот мне показала МРТ 10-15%, я думаю, что в принципе можно и не оперироваться. Со временем вы сможете восстановиться. Но моя рекомендация абсолютному большинству ребят, если это не небольшой надрыв, сделайте операцию, не бойтесь. Вы восстановитесь, через пару месяцев будете нормально заниматься, себя чувствовать. Да, чтобы вернуться к силовым, конечно, придется потратить довольно-таки много времени. Я где-то через полгода уже работал в тренажере 150-160 килограмм. В принципе, никакого дискомфорта не было. Не скажу, что в этом был большой смысл, я просто хотел для себя проверить, смогу ли я наращивать силовые. Опять же, я не пауэрлифтер. Сможете ли вы вернуться к своим результатам, которые были до травмы? Я думаю, что со временем сможете. Скорее всего, это займет много времени. Но если вы занимались бодибилдингом, фитнесом, либо просто для себя тренировались, вы очень быстро восстановитесь, не переживайте. Если информация, которую я вам сегодня рассказал, была полезна, либо интересна, можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик. Вы меня очень поддержите. Заранее вам большое спасибо. Также пишите в комментариях, либо можете написать мне в личку, если вас интересуют какие-то вопросы, может о чем-то другом снять видео было бы интересно вам увидеть, узнать. В общем, я открыт к критике и к общению. Всем спасибо, всем пока.